Всем привет, друзья! Продолжаем работу над японским грузовиком Type 94. Ну и давайте посмотрим на собранное. Начнем с рамы. Здесь практически ничего не изменилось. Единственное, что добавил прицепное устройство. Здесь оно довольно оригинально исполнено. С помощью двойной поперечной рессоры осуществляется амортизация при буксировании прицепа. Подвешена рессора на двух кронштейнах, и на ней зафиксировано само прицепное устройство. Что интересно, на этой модели обычно левые и правые детали отличаются по креплениям, так что перепутать их в принципе невозможно. Так вот и здесь левые и правые кронштейны могли быть установлены только на свои законные места.
И, пожалуй, самая интересная деталь — это основная часть кабины. Получился вот такой вот аккуратный коробок. И напомню, на этой модификации грузовика установлена упрощенная кабина. Сюда также нужно будет добавить мелкие детали, ручки, крепление дух тента, крепление запасного колеса, ну и, конечно же, органы управления. Я вклеил уже педальный узел, но вот рычаг переключения передач, ручной тормоз и рулевую колонку, все это буду вклеивать уже после покраски. И, кстати, вот вопрос, в какой цвет красить кабину изнутри. Была ли здесь какая-то обивка, или же все же здесь голый металл и нужно покрасить изнутри тем же цветом, что и снаружи. Пока думаю над этим вопросом, возможно, обивку сделаю частично, например, пол закрою каким-то отдельным цветом, карты дверей, возможно, ну а все остальное покрашу цветом, как и кабину снаружи. То есть в моем случае это будет синий цвет. Также в салон будет установлено сиденье, диван такой вот, он уже собран и будет краситься отдельно. Далее также собрал вот такую П-образную конструкцию из капотов. Таким образом это сейчас выглядит. И в будущем она будет пристыкована вот так вот к кабине. Вообще собирается модель просто прекрасно. Я бы даже сказал, как конструктор. Никаких вопросов, никаких сложностей не возникает. Все детали сходятся идеально. Правда, кое-где я использую шпаклевку. Вот, например, здесь тоже по контуру зашпаклевал все швы. Но это скорее моя прихоть. Не думаю, что это делать обязательно. Капоты устанавливаются на крылья с помощью вот таких вот зубцов и входят достаточно плотно вот в эти отверстия. Скорее всего, зубцы я срежу, отверстия зашпаклюю, чтобы в дальнейшем мне не пришлось прилагать усилия для установки капота. С позиционированием здесь проблем не будет, так что на этот счет я не беспокоюсь. На раме есть вот такой вот штырек, в кабине отверстие, и эта деталь однозначно позиционируется на раме. Я же говорю, просто как конструктор. Вообще не шатается, не смещается. Идеальная сходимость.